Китай. Чем сильнее территория страны растягивается с запада на восток и наоборот, тем больше в ней должно быть часовых зон. Чаще всего так и происходит, но только не с Китаем. Несмотря на то, что протяженность Китая по долготе составляет около 61 градус, и страна находится в 5 географических поясах, ее население живет по единому времени. Оно называется пекинским. Также не используется переход на летнее время. Национальные регионы Китая – это Центральный Китай, Южный Китай, Северный Китай, Северо-Восточный Китай, Северная граница и Западный Китай. Остров Тайвань уже более 70 лет не подчиняется центральной власти страны. Отсюда в 1949 году сбежали сторонники националистической партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне коммунистам. Длительное время, вплоть до 1970-х, именно их представителей международное сообщество считало официальным правительством Китая. Иная политическая и экономическая система сложилась в Гонконге. Длительное время этот город находился под контролем европейских государств. Только в 1997 году Великобритания передала эту свою колонию под управление китайскому правительству. Но здесь продолжает действовать особая система законодательства и налогов. Можно без преувеличения сказать, что любой китаец, даже будучи оторванным от родной почвы, остается носителем традиций китайской культуры. Так велико ее влияние. Религии Китая никогда не существовали в форме жестко централизованной церкви. Традиционная религия Древнего Китая представляла собой смесь местных верований и церемоний, объединенных в единое целое универсальными теоретическими построениями ученых мужей. Тем не менее, как среди образованных слоев населения, так и среди крестьян наибольшую популярность завоевали три великих философских школы, зачастую называемые тремя религиями Китая – конфуцианство, даосизм и буддизм. Китайцы приобрели способ летоисчисления, тесно связанный с циклом сельскохозяйственных работ. Каждая проживающая в Китае национальность имеет и отмечает свои традиционные праздники, носящие национальную специфику. Одним из ярких проявлений любой цивилизации является архитектура, своеобразная и специфично китайская архитектура. Императорские дворцы, культовые сооружения, жилые дома, миниатюрные архитектурно-парковые усадьбы. В принципах и методике китайской медицины получили выражение особенности мышления древнекитайских философов. На протяжении 2000 громадное влияние на формирование философских и нравственных устоев имело конфуцианство, учение древнекитайского философа и просветителя Конфуция. Китай – это родина 4 великих изобретений – бумаги, книгопечатания, компаса и пороха. Всемирную известность завоевали китайский фарфор и китайский шелк. На протяжении тысячи лет процветала международная торговля на шелковом пути, где до сих пор сохранились многочисленные памятники китайской и западной культур. Особое место в культуре Китая занимают мифические образы – дракон и феникс. Китайцы склонны верить в приметы и предзнаменования, добрые и плохие, и стараются окружить себя вещами и предметами, которые символизируют удачу и благополучие. История Китая начинается со времен правителя Фуси, жившего за 30-40 веков до нашей эры. Согласно преданиям, именно боги вдохновили его на написание священной книги Древнего Китая Идзин. В Пекине сосредоточена значительная часть великолепных древних памятников культуры, в том числе Великая Китайская стена, Летний дворец, Храм неба и Запретный город. Одним из самых загадочных, обширных и знаменитых дворцовых комплексов в мире называется Гугун, что в переводе с китайского означает «дворец бывших правителей». Более известен он как Запретный город. Он был построен в начале 15 века при императоре Чжуди, династии Мин, который сделал Пекин столицей Китайской империи. Гугун – это город в городе. На протяжении 500 лет был закрыт для простых смертных, поскольку служил домом для небожителей императоров. Запретный город является одной из самых посещаемых достопримечательностей Китая. За все время существования в запретном городе сменилось 24 государя. Терракотовая армия – это воинство первого императора. Неподалеку от грандиозного мавзолея первого императора Китая находится необычный музей. Его экспонатами являются фигуры солдат и коней в полный рост, несметное воинство древних лет, мастерски изготовленное и погребенное под толщей веков.
Теперь оно снова открыто для глаз множества посетителей. Около 8 тысяч терракотовых воинов и коней, 10 тысяч единиц бронзового оружия на 22 тысячах квадратных метров. Терракотовая армия претендует на звание восьмого чуда света, а ее музей является самым крупным подземным музеем оружия в мире. Интересно, что все солдаты стоят лицом на восток. Сиань – это город, где располагается терракотовая армия. Является он одним из самых крупных древних городов Китая. Конфуцианство – это краеугольный камень китайской цивилизации. Конфуций учил, что положение человека в обществе зависит от его заслуг, а не от происхождения. Он полагал, что политическая система, основанная на взаимной терпимости и уважении авторитетов, может гарантировать мир и порядок в государстве. Сложились две наиболее известные и значительные философские системы Китая – даосизм и конфуцианство. Учение Конфуция постепенно, ко II веку до нашей эры, превратилось в государственную доктрину и идеологию знати. А последователи даосизма развивали учение мистического толка, согласно которому человек должен познать закон существования мира, дао, и стремиться к гармонии с природой. Это философское учение оказало огромное влияние на китайскую поэзию и живопись. Гигантская статуя Будды в Лишань – это 71-метровая статуя Будды Майтреи, высеченная в толще скалы, является на протяжении более тысячелетия самым высоким скульптурным произведением в мире. Расположена она в китайской провинции Сычуань, близ города Лишань, в месте слияния трех рек. Что же касается так называемой китайской стены, то говорить о ней как о достижении древней китайской цивилизации не совсем правомерно. Как оборонное сооружение, эта стена показала себя не с лучшей стороны. Пустые ее участки не могли остановить врага, а для мест, которые охраняли люди, ее высоты не хватало, чтобы качественно отбивать атаки. Ее небольшая высота не могла полноценно защитить местность от варварских набегов, да и ширину конструкции явно не хватало, чтобы разместить на ней достаточное количество воинов, способных полноценно сражаться. Китайская стена даже использовалась как дорога. По своей структуре она неоднородна, имеет разную высоту, граничит с горными ущельями и возвышенностями. Высота ее ступеней в некоторых местах достигает 30 сантиметров. Иные ступени имеют высоту всего 5 сантиметров. Подниматься на китайскую стену довольно удобно, но спуск может стать рискованным приключением. И все из-за такого устройства ступеней. Многие туристы, побывавшие на стене, отметили такую ее особенность. Казалось бы, нет ничего проще, чем спускаться вниз по ступеням. Но парадокс состоит в том, что спуск по ступеням разной высоты отнимает больше времени, чем подъем по ним же. Среди обилия информации о главной китайской достопримечательности довольно популярен миф о том, что китайскую стену видно даже с Луны. На самом деле этот миф давно развенчан. Ни один астронавт так и не смог отчетливо лицезреть эту стену ни с орбитальной станции, ни с ночного спутника Земли. На сегодняшний день даже современные строительные технологии и инновации не могут остановить разрушение огромного сооружения. Некоторые участки стены обваливаются сами из-за воздействия ливней, солнца, ветра и времени. Кроме того, некоторые отрезки Великой Китайской стены находятся так далеко от городов и населенных пунктов, что следить за их состоянием просто некому. Да и затратное для экономики дело никак не вписывается в современный китайский бюджет. Группа британских археологов, которой руководит Уильям Линдси, осенью 2011 года удалось сделать сенсационное открытие. Была обнаружена часть Великой Китайской стены, которая находится за пределами Китая, в Монголии. Остатки этого огромного сооружения, 100 километров в длину и 2,5 метра в высоту, были обнаружены в пустыне Гоби, расположенной на юге Монголии. Ученые сделали вывод, что находка является частью знаменитой китайской достопримечательности. Как известно, к северу от территории современного Китая существовала другая, гораздо более древняя цивилизация. Это неоднократно подтверждено археологическими открытиями. Исследователь на основании новейших археологических данных высказывает мнение, что в период неолита и бронзы население западной части Северного Китая было европеоидным. Действительно, по всей Сибири вплоть до Китая обнаруживаются мумии европеоидов. На территории Китая обнаружили следы неизвестной цивилизации, представители которой могли населять юго-западные регионы государства около 3000 лет назад.
указывающие на существование неизвестно ранее цивилизации, артефакты обнаружили при раскопках в округе Гуаньюань, провинция Сычуань. Историки рассказывали, что регион, который населяли представители загадочного народа, в древности называли Джунъюань или Центральная земля. Специалисты полагают, что здесь зарождались наиболее развитые цивилизации, а людей, живущих за пределами Юань, считали варварами. По оценкам экспертов, найденная цивилизация, возможно, существовала тысячи лет, однако упоминания нет ни в известных исторических источниках, ни где более. В этой связи история Китая может быть сложнее, чем считалось ранее. История Китая начинается со времен правителя Фуси, жившего за 30-40 веков до нашей эры. Согласно преданиям, именно боги вдохновили его на написание священной книги древнего Китая Ицзин. Лаолань – это потерянное царство. К востоку от руин Нии. Ния некогда была крупным торговым центром в оазисе на ветке Великого шелкового пути в южной части пустыни Такламакан. В древние времена здесь проходили верблюжьи караваны, перевозившие товары из Китая в Среднюю Азию. Здесь находятся остатки царства Лаолань, которое было поглощено смещающимися песками Такламакан около 1400 лет назад. Пустыня неумолимо расширилась, и Лаолань проиграл эту битву с природой. Его руины расположены на западном берегу озера Лопнур. В далекие времена озеро было полноводным. Сегодня оно полностью высохло, и от водоема осталось только название. Основанный до II века до нашей эры, Лаолань служил важным торговым центром между Китаем и Западом и был ключевым узлом Великого шелкового пути. Великий шелковый путь – это действовавшие со II века до нашей эры караванные маршруты из Китая в Европу, пролегающие по территории современной Киргизии, Казахстана, Монголии, Индии, Турции, Ирана и Греции. Отправку первого верблюжьего каравана с шелками бронзы в Ферганскую долину относят к 121 году до нашей эры. Хотя маршруты шелкового пути менялись, можно выделить две основные трассы, соединяющие Восток и Запад. Южная дорога от севера Китая через Среднюю Азию на Ближний Восток и Северную Индию. Северная дорога от севера Китая через Памир и Приоралье к Нижней Волге и к бассейну Черного моря. За время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук. В связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не людей. Для транспортировки использовались главным образом ишаки и верблюды. Количество верблюдов в караванах, которые бороздили пустыню Такламакан, варьировалось от 3 до 300. Благодаря интенсивной торговле в Танской державе сформировалась мода на среднеазиатские наряды и изделия. В IV-IX веках международную торговую сеть поддерживали сагдийцы на востоке и евреи, рагданиты на западе. Сагдийский язык служил языком международного общения. Например, священные тексты буддизма переводились с санскрита на китайский через сагдийское посредничество. Таримская котловина – это часть уйгурского автономного района Синьцзян на северо-западе современного Китая. Характеризуется она сухим климатом, что в свою очередь стало причиной того, что древний некрополь сохранил тела похороненных здесь людей в отличном археологическом состоянии. Согласно легендам, когда-то очень давно здесь процветал прекрасный город. Жители некогда цветущего мегаполиса разучились сострадать. Они день ото дня превращались в диких зверей, безжалостных и жестоких. Власть всеми силами поощряла это стремительное моральное падение, ведь в таком состоянии правители могли творить любое зло и не встречать на пути никаких преград. Много дней здесь гулял смерч, сметающий все со своей дороги. Вскоре вместо оживленных площадей были только барханы песка. А все богатства, которые хранились в казне, ушли в глубину песков. Зная эту историю, многие люди пытались отыскать сокровища разрушенного города. Но все, кто отправлялся туда с жаждой наживы, пропадал бесследно. Поэтому пустыня и была названа Такламакан, что в переводе с уйгурского языка означает «край, откуда не возвращается». А то, что город был на самом деле, говорят не только мифы и легенды, а исторические записи. Таримскую котловину в древности населяли тахары. В 1990-х годах археологи обнаружили древние руины города, погребенного в песке прямо в центре пустыни Такламакан. Круглая городская стена была 995 метров в длину.
Высота варьировалась от 3 до 11 метров. Также были найдены следы городских ворот и развалины защитного вала. Лаулань – это потерянное царство. Процветание Лаулань продолжалось около 500 лет, а в V веке нашей эры цивилизация внезапно пропала без следа. Быстрое исчезновение такого большого процветающего царства стало одной из главных головоломок истории. Его руины, погребенные под желтыми песками пустыни, были случайно обнаружены на рубеже 20-го столетия. Это историческое открытие сразу же вызвало огромную сенсацию во всех уголках планеты. На раскопки отправились археологи, историки и исследователи со всего мира. Было обнаружено множество удивительных остатков утраченной цивилизации, позволяющих хоть немного прикоснуться к древней истории и культуре. В музее Китая покоятся останки белых людей, чье существование до сих пор было необъяснимо. Что привело человека европеоидной расы в Китай, чтобы сгинуть там навеки? Ученым пришлось проделать путешествие вглубь веков, чтобы лишь приблизиться к загадке тайн китайских мумий. Ученые сделали генетический код людей 4000-летней давности и пришли к выводу, что они имеют общие с европейцами гены. Археологи также считают, что при жизни мумии были жителями древней цивилизации, существовавшей в Евразии. И несмотря на солидный возраст гробницы, который, по мнению экспертов, составляет не менее 4000 лет до нашей эры, мумии бассейна Тарим сохранили не только свой внешний облик, но и одежду. Это уникальное явление в современной археологии. Они были высокого роста, 1 метр 80 сантиметров. Китайские археологи провели радиоуглеродную датировку захоронения, возраст которого оценили в 3980 лет. И одним из самых важных открытий этой экспедиции стало то, что остатки одежды указывали на то, что обнаруженное захоронение имеет европейские исторические корни. По словам Кристины Ауринер, одного из авторов научной статьи, эти люди разработали собственную кухню, основанную на пшенице и молочных продуктах. Фермент лактаза разбирает молоко на те составляющие, которые затем спокойно перевариваются, снабжая организм нужными витаминами. У нас в организме есть этот фермент, а у китайцев его нет. Из-за этого они не могут пить молоко. Такламакан, заброшенное, покинутое место, это песчаная пустыня на западе Китая, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, которая является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Длина с запада на восток свыше 1000 километров, ширина до 400 километров. Интересно, что в Такламакан на глубине от 3 до 5 метров находится огромный запас пресной воды. Объем подземного моря равен примерно объему вод реки Янцзы. Здесь очень суровый климат. Выпадает минимальное количество осадков, очень запыленный воздух. Это настоящая классическая пустыня. В ней есть зыбучие пески и пыльные бури, изнуряющая жара днем и леденящий холод ночью, оазисы и миражи. Она тянется почти на 1000 километров и таит много опасностей. Здесь проходил Великий Шелковый путь, и, возможно, находились целые населенные города. С Такламаканом связано много мифов и леденящих душу легенд. Само название имеет несколько страшных толкований. Пустыня смерти, оставленное место, отсюда не возвращаются. Действительно, многие экспедиции и караваны пропадали бесследно в зыбучих песках пустыни Такламакан. Еще одной интересной особенностью являются реки, которые стекают с гор и врезаются в пустыню, постепенно теряя свою силу и высыхая в песках. Такламакан – одна из самых больших песчаных пустынь в мире. Здесь нет почти ничего, кроме песка, но этот песок образует структуру странной формы. Из-за ветра, постоянно дующего в одном направлении, на юго-западе образуются песчаные дюны, на северо-востоке огромные необычной формы хребты, прозванные Китовый хребет. Уйгурцы предпочитают говорить дракон, которые протянулись на 10-13 километров, и песчаные пирамиды высотой 150-300 метров, что весьма необычно для пустынь.